Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Смотри и знай». Здоровье всей нашей сердечно-сосудистой системы напрямую зависит от нашего питания, а неправильная работа этих органов может привести к таким серьезным последствиям, как образование тромбов. Чаще всего из-за неправильного питания эластичность кровеносных сосудов нарушается, повреждаются стенки и таким образом возникают тромбы. Еще одними из очень частых причин их возникновения является генетическая наследственность, нарушение обмена веществ или даже гормональный сбой. Но существует действительно эффективный способ избежать такой проблемы. Это определенный список продуктов, которые необходимо ввести в ваш рацион питания. Еда, как ничто другое, поможет вам разжижать кровь и уничтожать уже образовавшиеся тромбы. Чеснок. Недаром именно он возглавляет список таких продуктов. Чеснок является самым эффективным средством в борьбе с тромбами. Помимо прекрасного ингредиента в блюдах, чеснок обладает антибиотическими и противомикробными действиями, но самым главным для нас является антитромбическое. Проведенные исследования доказали, что чеснок способен расщеплять вредные скопления тромбоцитов в кровеносных сосудах. Специалисты утверждают, что лучший способ извлечь пользу из продукта – это измельчить сырые зубчики, чтобы высвободить их полезные соединения, а затем съесть их сырыми, запеченными в духовке или вареными в течение 3 минут или меньше. Если вы уже принимаете какие-либо лекарства для лечения, вам необходимо поговорить со специалистом. Это обязательная процедура, так как чеснок может повлиять на эффективность лекарства. Куркума. Люди издавна использовали золотую специю, известную как куркума, в качестве кулинарного и лечебного средства. Ее активным ингредиентом является куркумин, который обладает противовоспалительными и разжижающими кровь свойствами. Исследование, проведенное в 2012 году, свидетельствует о том, что ежедневный прием куркумы может помочь людям сохранить все кровеносные сосуды здоровыми, а значит избавить от тромбов. Эту специю можно добавлять в различные блюда или же просто смешивать с водой и пить как чай. Имбирь – это еще одна очень полезная специя, которая обладает не только противовоспалительным эффектом, но и способностью уничтожать тромбы. Имбирь по составу своих веществ является натуральным аспирином, именно поэтому специя отлично справляется с задачей разжижения крови и растворения тромбов. Но чтобы эффект от ее употребления был максимальным, нужно соблюдать определенную дозировку. Безопасной суточной нормой является 4 грамма. Самым эффективным средством считается употребление напитка из лимона, меда и имбиря. Его рецепт вы сможете найти на нашем канале. В 2015 году было проведено достаточно масштабное исследование, в ходе которого изучалось влияние имбиря на наши кровеносные сосуды. Ученые установили, что у людей, регулярно употребляющих имбирь в пищу, свертываемость крови намного меньше, а это значит, что и риск образования тромбов гораздо ниже. Семена льна. Благодаря содержанию жирных кислот омега-3, семена льна оказывают положительное воздействие на всю сердечно-сосудистую систему. Также содержащиеся в семенах вещества помогают снизить уровень плохого холестерина в крови, что положительно влияет на работу сердца. Специалисты в области кардиологии сообщают о том, что этот продукт является прекрасным бойцом для уничтожения опасных бляшек, что особенно эффективно при тромбозе и атеросклерозе. Но семенами льна злоупотреблять не стоит. Норма составит около 50 грамм в день. Их можно кушать в качестве добавки к салатам, первым блюдам и даже к утренним кашам. Кайенский перец. Для нас кайенский перец не самое привычное название, по-другому его называют пепперони. В этом овоще содержится огромное количество салицилатов, именно поэтому продукт обладает прекрасным разжижающим кровь свойством. Также салицилаты способствуют растворению уже имеющихся тромбов и предотвращают образование новых. Помимо этого, перец оказывает положительное влияние на всю сердечно-сосудистую систему. Он снижает артериальное давление и улучшает кровообращение. Но с употреблением этого продукта стоит быть осторожным. Людям, страдающих от язв, гастритов и других болезней желудка, кушать такие острые специи противопоказано. Клюква.
Клюква очень богата разными витаминами и минералами, в том числе и флавоноидами, которые играют очень важную роль для нашего организма. Значительное содержание этого вещества способствует рассасыванию тромбов и препятствует новообразованиям в сосудах. Помимо этого, клюква также повышает эластичность капилляров и провоцирует укрепление стенок сосудов. Пользу этой ягоды признает не только народная медицина, но и все квалифицированные специалисты. Однако людям с болезнью желудка стоит ограничивать употребление этой ягоды, иначе вы причините себе больше вреда, чем пользы. Горчица. Эта приправа снижает частоту сердечных аритмий, предотвращает уменьшение расширения желудочка, которое приводит к болям в груди, и предотвращает сердечные приступы. Также горчица снижает общий уровень холестерина в крови. Она связывает частицы плохого холестерина еще в желудочке и выводит их из организма. В продукте находится большое количество витамина В6, поэтому употребление этой приправы предотвращает склеивание тромбоцитов, что значительно снижает риск тромбоза. Корица. Практически всем нам очень нравятся булочки с корицей, но они, оказывается, не только вкусные, но и полезные. Дело в том, что пряность содержит полезное вещество, которое называется кумарин. Он является химическим ферментом, входящим в состав множества лекарств для разжижения крови и уничтожения тромбов. Также пряность помогает снизить показатели артериального давления, вызванные артритом и другими воспалительными процессами. Самым эффективным средством для борьбы с тромбами считается корица с медом. Однако употреблять корицу в хлебобулочных изделиях и чае стоит в ограниченных количествах, так как это может привести к повреждениям печени. Самым полезным вариантом будет добавление меда и корицы в кашу или йогурт. Также стоит обратить внимание, что китайская корица содержит намного больше полезного вещества кумарина, чем цейлонская корица. Красное вино. Такое явление называют французским парадоксом, потому что ученые установили, что именно французы реже всего страдают от болезни сердца, несмотря на то, что в их рационе присутствует много жирной пищи. Конечно же, вино состоит из спирта и воды, но в нем находится достаточно интересное вещество под названием ресвератол. Именно оно и предотвращает рост бляшек в сосудах. Также это вещество снижает способность тромбоцитов к слиянию, что значительно снижает риск образования тромбов. Важно помнить, что вино – это алкоголь, и если выпить хотя бы чуть-чуть больше положенного, то организму будет нанесено больше вреда, чем пользы. Оптимальной дозой будет 150 мг или 1 бокал красного сухого вина. Даже употребляя все эти продукты каждый день, риск возникновения сердечных заболеваний все равно остается. На это влияют определенные факторы, такие как аритмия, врожденный порок сердца, варикозное расширение вен, атеросклероз и гормональный сбой. Образовавшиеся в кровеносных сосудах тромбы провоцируют сердечные приступы, инфаркт или инсульт. Различные препараты, а также продукты, о которых мы сегодня рассказали, снижают риск возникновения таких неприятных ситуаций. Также разжижающие кровь сосуды станут отличной профилактикой сердечных заболеваний. Но очень важно знать, что во время приема препаратов эти продукты кушать нельзя, не посоветовавшись с врачом. И никогда не занимайтесь самолечением, даже если средство на первый взгляд кажется очень безобидным. И на этом мы сегодня заканчиваем. Всем до новых встреч и будьте здоровы!